Всех приветствую на моем канале. В сети был рассекречен долгожданный Kia Sportage нового поколения. Пятый Kia Sportage стал по-настоящему новым автомобилем. В его основу легла та же платформа, что и у новейшего Hyundai Tucson, который уже официально начал продаваться на территории России. Новинка будет унифицирована с последним по технической части. Кроме того, у машин будет одинаковая колесная база. Ее длина составляет 2680 мм. Новый Kia Sportage получил более футуристичный экстерьер. Решение передней оптики получилось очень необычным. По современной моде многие производители устанавливают передние фары внутри бампера, оставляя над последним лишь секции дневных ходовых огней и поворотников. В случае же со Sportage фары находятся под бампером, однако сама линия переднего бампера расположилась очень низко. Фактически в нем сделано большое углубление как под сами фары, так и под глубокую решетку радиатора. Сами же фары выполнены в форме девятиугольника крайне сложной формы. Визуально они разделены на две секции, верхнюю и нижнюю, которые частично соединены между собой перемычкой. По внутренней окантовке фар через эту перемычку проходят дневные ходовые огни. Получилось очень необычно. Спереди новый Sportage не спутать ни с какой другой машиной. Сбоку новинка также выглядит более динамично по сравнению со своими предшественниками. Достигнуто это за счет изгибающейся кверху нижней линии остекления. Сама крыша и передние стойки выполнены черными, независимо от цвета кузова. Причем на задней стойке кузова линия соприкосновения двух цветов выполнена параллельно нижней линии остекления и плавно переходит в спойлер, расположенный на крышке багажника. В зависимости от исполнения кроссовер будет комплектоваться колесами с дисками от 17 до 19 дюймов. Сзади новый Kia Sportage сохранил некоторые черты, присущие своему предшественнику. У него остались фонари похожей формы, соединенные между собой узкой светодиодной перемычкой, а на крышке багажника расположилась эмблема Kia в новом дизайне. В целом экстерьер кроссовера получился очень современным и привлекательным. Обязательно напишите в комментариях, как вам дизайн новинки. Но для начала я хочу вам порекомендовать один очень интересный автомобильный сайт. Это проект от отечественных разработчиков под названием 1000auto.ru. На сайте представлены все автомобили, которые есть в продаже или когда-либо продававшиеся в России, с ценами и комплектациями. По моему личному мнению, данный сайт просто не имеет конкурентов по уникальности контента и уровню его реализации. Фактически 1000auto.ru – это каталог автомобилей, который поможет вам сравнить любые автомобили между собой и выбрать машину по вкусу. Ссылку на сайт 1000auto.ru я оставил в описании к этому ролику. Что же касается интерьера, то дизайн передней панели практически полностью будет копировать оной у последнего поколения Kia Sorento, естественно с поправкой на габариты. Кроссовер получит цифровой настраиваемый приборный щиток с экраном диагональю 10,25 дюйма. Диагональ экрана мультимедийной системы будет составлять 8 или 10,25 дюймов в зависимости от исполнения. Сама мультимедийная система будет поддерживать Apple CarPlay и Android Auto. В зависимости от исполнения машина будет оснащаться двухзонным либо трехзонным климат-контролем. Блок климат-контроля выполнен полностью сенсорным. Выбор режимов автоматической коробки передач выполняется с помощью шайбы на центральном тоннеле. В топовых исполнениях кроссовер получит премиальную аудиосистему. Для рынков Южной Кореи и США это будет Bass, а для Европы Krell. Амбиентная подсветка салона будет поддерживать 64 оттенка. Уже в базе у кроссовера будет 7 подушек безопасности, включая расположенную между водителем и передним пассажиром. Она призвана предотвращать сталкивание водителя и пассажира между собой. Новый Sportage будет оснащаться полным набором теплых опций, включая подогрев руля, передних и задних сидений, а также лобового стекла. На заднем ряду пассажиры заметят увеличение пространства для ног. Оно увеличилось на 26 см. Объем же багажного отделения составляет 620 литров при условии загрузки его от пола до потолка. Если же сложить сиденье заднего ряда, то в вашем распоряжении окажется 1800 литров свободного пространства. По технической части новый Kia Sportage будет полностью унифицирован с Hyundai Tucson последнего поколения. Базовое исполнение для России сохранит проверенный двигатель объемом 2 литра. Он будет оснащаться системой распределенного впрыска топлива и выдавать 150 лошадиных сил. Такой мотор будет сочетаться либо с шестиступенчатой механикой, либо же с шестиступенчатым автоматом. На рынке Северной Америки основным станет двигатель объемом 2,5 литра, который выдает 190 лошадиных сил. Он оснащен системой непосредственного впрыска топлива. У нас мотор подобного объема также появится в качестве топового, однако он будет представлен в более простом исполнении с распределенным впрыском топлива и развивать 180 лошадиных сил. Иначе говоря, это будет силовой агрегат, аналогичный тому, что устанавливается на Kia Sorento. На рынке Северной Америки кроссоверы, оснащенные мотором 2,5 литра, будут представлены как в переднеприводном, так и в полноприводном исполнениях.
При этом у таких машин будет безальтернативная трансмиссия, а именно 8-ступенчатый автомат. У нас же такие машины будут лишь полноприводными. По трансмиссии же отличий не будет. Базовая же двухлитровая версия в России сможет быть как переднеприводной, так и полноприводной. Система полного привода по-прежнему реализована с помощью электрогидравлической муфты. На рынке Южной Кореи у нового Kia Sportage будет дизельная модификация. Такая машина получит двухлитровый дизель, выдающий 186 лошадиных сил. Сочетаться он будет с полным приводом и 8-ступенчатым автоматом. В Европе у кроссовера будет иная моторная гамма. Базовым станет бензиновый турбомотор, выдающий 150 лошадиных сил при объеме 1,6 литра. В качестве альтернативы ему будет предлагаться дизель того же объема мощностью 115 лошадиных сил. Оба мотора будут сочетаться с шестиступенчатой механикой и передним приводом. Основные же продажи в Европе будут приходиться на Sportage в модификации мягкий гибрид. Это может быть машина с двигателем объемом 1,6 литра, выдающим 150 либо 180 лошадиных сил, или дизель, форсированный уже до 136 лошадиных сил. Такие машины будут сочетаться с механикой IMT, у которой педаль сцепления механически не связана с самим сцеплением, либо с 7-ступенчатым преселективным роботом. Такие машины будут оснащаться как передним, так и полным приводом. Естественно, в соответствии с современными требованиями будут у Sportage и гибридные модификации. Более простая будет оснащена турбомотором объемом 1,6 литра, выдающим 180 лошадиных сил, который будет работать в тандеме с 60-сильным электромотором, который встроен в шестиступенчатый автомат. Совокупная мощность силовой установки составляет 230 лошадиных сил. Однако на чистой электротяге кроссовер передвигаться не сможет, так как у него будет очень маленькая батарея объемом всего 1,5 кВт-часа. Иначе говоря, электромотор будет лишь помогать на разгоне, несколько снижая общий расход топлива. Топовая же гибридная модификация нового Kia Sportage выглядит куда более серьезно. У такой машины будет все тот же турбомотор на 180 лошадиных сил. Однако в шестиступенчатый автомат встроен куда более производительный электродвигатель, который выдает 91 лошадиную силу и 304 ньютон-метра. Совокупная мощность такой силовой установки составляет 265 лошадиных сил и 350 ньютон-метров. Уже в базе такой гибридный Sportage будет полноприводным. У такой машины будет куда более емкая литий-ионная батарея на 13,8 кВт-часа. Она установлена под полом салона и имеет жидкостное охлаждение. На чистой электрической тяге подобный Sportage сможет пройти 50 км. Багажный отсек подобного автомобиля будет несколько меньше – 558 литров вместо 620. В будущем также возможно появление заряженного Sportage GT, который будет оснащен турбомотором на 2,5 литра, выдающему около 300 лошадиных сил. В России новый Kia Sportage должен появиться в четвертом квартале текущего года. Цены, естественно, станут выше. Актуальная машина является одним из самых доступных предложений в классе. Базовая версия, оснащенная двухлитровым мотором, передним приводом и механикой, стартует от 1 миллиона 784 тысяч рублей. Новый же Sportage станет ориентировочно на 100 тысяч дороже. Иначе говоря, базовая цена будет начинаться от 1 миллиона 900 тысяч. Полноприводная версия, оснащенным автоматом, будет стоить в районе 2 миллионов. За мотор объемом 2,5 литра придется заплатить около 120 тысяч. Максимально же нафаршированный Kia Sportage будет стоить приблизительно 2 миллиона 600 тысяч рублей. В целом это заметно доступнее, чем такие конкуренты, как Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq, Mitsubishi Outlander и Toyota RAV4. Все это должно позволить модели не только сохранить, но и нарастить свою рыночную долю, ведь пока что Sportage уступает как RAV4, так и Tiguan. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам новый Kia Sportage, нравится или нет, и почему, планируете ли вы купить его себе. Также подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех актуальных новостей автопрома. На этом у меня все. Огромное вам спасибо за просмотр, не болейте и до встречи в следующих выпусках.